2002 году между доктором Типальдесом и некоторыми его последователями возник конфликт. Возможно, его участниками были доктор Барри Олдхэм и организаторы семинаров доктора Типальдеса или курсанты из Франции и Португалии. Это мое предположение основано на том, что на веб-сайте доктора Типальдеса с 2002 года они более никогда не упоминаются. Редактором веб-сайта доктора Типальдеса вместо доктора Барри Олдхэма с 2002 года значится Матчкаст. В пользу этой гипотезы свидетельствует сообщение Keski Tanaka FDMO в открытом письме к членам FDM Global Organization, опубликованном на веб-сайте Азиатской ассоциации FDM-терапевтов в 2024 году. Он пишет: на семинаре, который проводил доктор Стивен Типальдес, присутствовали представители профессий, которых он не допускал до обучения. То есть организаторы проигнорировали просьбу доктора Стивена Типальдеса и позволили им присутствовать без его согласия. Позже мы услышали возмущение доктора Стивена Типальдеса. Но детали Keski Tanaka FDMO, как обычно, не поясняет. У меня нет никаких сомнений, что есть много ныне здравствующих людей, гораздо более осведомленных об этом инциденте, чем я. Надеюсь, что они когда-нибудь откроют эту и другие тайны, которые хранят столько лет. Я не располагаю данными о заграничных семинарах доктора Типальдеса в 2002 году, но на архивной странице АФДМА я нашел, что в марте 2002 года доктор Типальдес провел семинар в Соединенных Штатах Америки в Портленде. Этот курс посетил доктор Раймонд Андреасен, сын доктора Димила Андреасена, друга и старшего товарища доктора Типальдеса, инициатора его остеопатического образования, благодарность которому доктор Типальдес выражает в каждом издании своего учебно-методического пособия. Вернувшись домой на Аляску, доктор Раймонд Андреасен собрал группу и пригласил доктора Типальдеса провести обучение. О докторе Раймонде Андреасене я сделал отдельное видео. Из многих источников известно, что в 2002-2003 года доктор Типальдес посвятил музицированию. Он написал несколько мюзиклов и сотни песен, слова и музыку. Летом 2003 года, по данным из видео Стивен Филипп Типальдес Мемориал, в Мэне прошла премьера поставленного и спродюсированного им музыкального спектакля «Девочка из Мэн на Марсе», актерами в котором были его дети и друзья. Обратите внимание, в постере 2004 года в качестве ассистента продюсера указана Матчкаста. Тем не менее, в продвижении модели фасциальных дисторсий доктор Типальдес не останавливался. В марте 2003 года он выступил в Eastern Maine Medical Center с лекцией о подходе к лечению псевдоишаса с позиции модели фасциальных дисторсий. В октябре провел в Германии семинар второго уровня. Первый уровень накануне провел доктор Георг Харрер. На этом семинаре с доктором Типальдесом познакомился Кристоф Росми и, вероятно, доктор Кристиан Штайн. Про каждого из них я снял отдельное видео. В конце ноября 2003 года в газете The Das Chronic печатается большая статья об успехах доктора Чернецки в лечении спортсменов инновационным методом доктора Типальдеса. В декабре 2003 доктор Типальдес проводит семинар первого уровня в своем офисе в Брюере. Этот семинар уникален тем, что он был проведен всего для 2 курсантов. И несмотря на то, что для обоих это было первое знакомство с моделью фасциальных дисторсий, обучение включало обширную практическую часть. Вероятно, мужчина в центре, доктор Джин Леннард. Коллегу справа от него идентифицировать у меня не получилось. В конце 2003 года на веб-сайте доктора Типальдеса вместо раздела Member Clinics появляется рубрика People. В ней упоминаются сам доктор Типальдес как основатель модели фасциальных дисторсий и ортопатии, Матчкаста как FDM-физиотерапевт и его административный технический помощник, доктор Георг Харрер как президент Европейской ассоциации FDM-терапевтов, Keski Tanaka как президент Азиатской ассоциации FDM-терапевтов и доктор Марк Чернецки как президент Американской ассоциации FDM-терапевтов. А также сообщается о работе доктора Марка Чернецки над созданием крупного лечебного центра для лечения спортсменов по модели фасциальных дисторсий.
О реализации этого проекта никаких сведений я не нашел.